try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. И с вами Ксюша, а также моя помощница Моня. Вот она. Значит, как я обещала, наши встречи будут теперь намного чаще, потому что я хочу успеть за этот сезон цветения показать вам все орхидейки, пока они в самом соку, и все о них рассказать. Сегодняшний обзор у нас с вами будет комбинированный. Он будет состоять, часть этого обзора будет состоять из обзора хой, а вторая часть из моих орхидеек. Поэтому давайте мы с вами приступим и начнем мы сегодня с хой. И показать я вам хочу сегодня крупнолистные сорта, которые есть в моей коллекции. Эти хойки, наверное, с самым огромным листом, который на сегодняшний день у меня есть. Ну, не стала я тащить сюда макрофилу Pot of Gold, с которой, собственно, и началась моя коллекция крупнолистных хой. Помню, даже одна из девочек в комментарии мне написала, что: Ксюша, я уверена, что одной хойкой с крупным листом ваша коллекция не ограничится. И как же она была права, потому что на сегодняшний день моя коллекция с крупным листом разрослась, и сейчас я буду вас с ней знакомить. Перед вами красавица Глабра. Я показывала ее уже на канале, но на тот момент она была маленьким черенком, который я только приобрела. И за это время, прошло порядка, наверное, 2 месяцев, она у меня уже разрослась и из маленького черенка превратилась в прекрасную хойку, которая наглядно демонстрирует, какие же огромные лопухи, листочки она способна вырастить. Посмотрите вот на этот лист, который составляет 16 сантиметров. Просто огромнейший лист, который меня очень впечатлил, потому что она вырастила сначала усик и сформировала вот эту пару листиков. Ну, листик был большой, но не настолько огромный. Вот этот узелок, она, правда, здесь начала растить веточку ответвления, но пока притормозила ее рост, но зато вырастила вот огромный лист, который меня просто поразил своим величием и своей красотой. Листики, посмотрите, вот такие вот глянцевые, они достаточно мягенькие, имеют небольшой сплэшек, если, правда, хоя находится под лампами, под достаточным количеством света, потому что вот этот листик, с которым я приобрела эту хойку, я вижу, что сплэша у нее не было. Меня тоже приятно удивил факт наличия небольшого сплэша. Жилки, как вы видите, не ярко выраженные, не контрастные, но очень впечатляющая хоя за счет того, что листья просто гиганты. Мне структура этого листика очень напоминает почему-то подорожник, тот, который мы прикладывали в детстве к ранам. Во всяком случае, я это помню. В моей жизни это было. Следующая хойка, я почему хочу к ней сейчас перейти, потому что тут некая такая сравнительная характеристика будет. Вот эта хоя, она называется Sarawak Cream Flowers, EPS 896. Когда я купила Глабру, она у меня была первая с таким листиком. И на фотографиях, когда я смотрела на эту хойку, я почему-то думала, что эти хои очень похожи и совершенно нет необходимости там вот иметь еле отличимые хои между собой.
в коллекции, потому что места, конечно же, не так много. Но все же я купила саравак, и я сейчас вижу существенную разницу между этими сортами. И у кого есть сомнения, сейчас я вам их развею, потому что я имею в виду сомнения покупать, не покупать, вот как я, когда терзалась, стоит, не стоит. Во-первых, разный лист по форме. У саравак вот такой интересный в виде сердечка, уж очень напоминает сердечко. Жилки более ярко выраженные, они не сильно контрастные. Дальше покажу, более контрастные хойки есть, но тем не менее жилки отличаются от цвета листика, более белесые, тоже небольшой сплэш. Хоя имеет свойство загорать под солнышком. Вот у глабры такой особенности нет. Она у меня прилично даже загорела под лампами. Могу себе представить, как это будет красиво, когда будет солнечный свет естественный, когда его будет много. Хойка, я думаю, окрасится в более темные бордовые тона. Лист плотный. И есть у нее еще тоже каемочка, то есть такая окантовочка по краю листа от воздействия ламп. То есть вот такое интересное обрамление коричневого цвета тоже может присутствовать, когда хойка получает достаточное количество света. Потрясающая хоя. Она у меня, конечно же, еще не цвела. Ничего не могу сказать о цветочках, пока только о листиках. Хойка имеет меньший размер листа, значительно меньше, вы видите, это наглядно видно, но все последующие листья у саравак будет все же побольше размер, поскольку сейчас она еще маленькая, и с возрастом хоя будет выдавать свойственные сорту листья. Вот такая потрясающая хойка. Кстати, я заметила, что коллекционеры хой очень любят этот сорт, и очень многие гоняются за ним, потому что в продаже его тоже можно встретить не так часто. Растит она у меня усик. Вот сейчас в активном росте. Тебя выпустить? Давайте же продолжим. И перед вами потрясающая красавица. Это Хоя Мишель. Вот ее название. Невероятной красоты Хоя. Посмотрите на ее потрясающие листья и этот безупречный сплэш, который под лампами у меня имеет такой немного розовый оттеночек. Листья, видите, с активным сплэшем, потому что она тоже получает достаточное количество света у меня, хоть и искусственного, но все же она досвечивается. Хойка у меня была куплена с двумя листиками. Вот нижние два листа. Она у меня довольно быстро адаптировалась, начала наращивать новые корешки. Я ее пока не пересадила. На момент покупки этой хои она была только лишь немного укорененная, и девочка уже выставила ее на продажу, поэтому смысла пересаживать ее пока не было. Она должна достаточно хорошо была укорениться. С весны я уже займусь ее пересадкой. Она, как я уже сказала, запустила рост новых корней, и недолго думая, она пустила в рост новую точку роста. Как вы видите, уже вот такой довольно длинный листик. Вырастила просто потрясающую пару листов. Один более правильной формы, второй
как многие любят, как я уже поняла в комментариях, девочки, многие мне пишут, что любят такие корявенькие листики. В общем, каждый лист, я так понимаю, будет особенный, какой-то оригинальный, и этим самым хойка будет в общей картине очень красивая. Единственное, что пока вот не знаю, что за сухое пятнышко у меня, и вот небольшое вот расхождение от него, какого-то другого цвета лист пошел. Не знаю, что это. И вот на этом, возможно, на этом листике, это 2 нижних листа, те листья, черенок, который я покупала. Но листики, которые у меня растут новые, все с ними хорошо. Если кто-то знает, что это такое может быть, вы мне все же подскажите. Вот она еще тоже продолжает. Вот эту пару листиков она пропустила. Здесь узелочек пока без листьев, но, возможно, весной она здесь их вырастет. И вот новый листочек, пока молоденький, такой красивый. В общем, хойка очень потрясающая. Следующая хоя, о которой мне хочется рассказать, потрясающей красоты хоя, называется она Veloza Cao Deng Vietnam. Вот так. Сначала купила я ее черенком тоже с 2 листиками, потому что хоя достаточно дорогая. Все, кстати, сорта, которые я вам сегодня показываю, это сорта не сильно бюджетные, то есть они такие, на них приходится раскошелиться, потому что стоят они, ценятся у коллекционеров и стоят немало. Купила я ее черенком с 2 листиками. Она у меня также очень активно пошла в рост. Я даже очень удивилась, что за довольно короткий срок, это где-то месяца 2,5, она у меня превратилась уже вот в такое молоденькое растение, небольшой кустик. Но рассказывать я сейчас буду о более взрослом экземпляре, потому что так уж случилось, что девочка продавала взрослый экземпляр и хотела за него не так уж много, насколько могла бы просить за довольно уже взрослый кустик. Поэтому я не упустила этой возможности и приобрела эту потрясающую восковую красавицу. Ориентир будем держать на верхние листочки, потому что она как раз на них демонстрирует красоту этого сорта, поскольку вы сами понимаете, чем старше становится растение, тем она выпускает уже листочки, свойственные этому сорту. Она раскрывает всю свою красоту, красоту сорта, красоту листа. Поэтому давайте же рассмотрим эти потрясающие красоты листья. Многие любят велозу. Велоза в принципе очень красивый сорт. Он имеет узкий и длинный лист. Ну, это такая классика, которая есть у многих в коллекции. А вот Cao Deng отличается как раз более овальным листом. И, на мой взгляд, у меня, кстати, Cao Deng с длинным листом, вернее, велоза с длинным листом тоже есть, но, на мой взгляд, этот сорт не настолько фактурный, не имеет таких выпуклых жилок, как имеет сорт Cao Deng. У Cao Deng очень темный лист, как я сказала уже, вот с жилками такими мне напоминающие, знаете, лист как мастика на торте, такой плотный, и фактура именно вот такая вот. И особенность еще этого сорта заключается в том, что этот сорт имеет ворсинки. Попробую сейчас вам показать. Они прям активно видны на самых молоденьких листиках.
Как вы видите, даже на самом усике, на стебелечке тоже сорт. Вот видно, насколько много ворсиночек. И они также сохраняются и на зрелых листах. На ощупь, вот когда ты трогаешь, прям как бархат, волосатенькая и очень-очень приятная, как шерстяной носочек. Но при этом лист очень плотный и вот так блестит, как глянец. Посмотрите на красоту нового листочка молоденького. Потрясающе выглядит. Она у меня тоже в активном росте. Сейчас растет усик, формирует листочки. Очень люблю, когда хоя формирует пару листьев, не один листочек. Очень часто так бывает, что усик растет, формируется один лист. Я очень люблю, когда по два листика. Вот здесь как раз та ситуация. В общем, хоечка очень красивая и нарядная. Следующая хоя – это королева моих крупнолистных хой. Перед вами красавица Светлана. Сейчас покажу вам ее бирочку. Полное ее название. Это та первая хоя, которая покорила сердце мое именно своим крупным и красивейшим листиком. Сорт я этот купила у той же девочки, у которой покупала вилозу. Она продавала два молоденьких, но уже довольно зрелых кустика. Купила я ее без вот этого верхнего листа и усика. Вот в таком состоянии она была. И тоже по верхним листьям можно уже иметь представление о красоте этого сорта, потому что первые листики, которые вот она растила, они были красивые, но не настолько шедевральные, которые она продемонстрировала уже нам взрослее. Вот эти трещинки, которые вы видите на листике, это механические травмы, которые она получила при транспортировке, потому что настолько плотный лист у этого сорта, он напоминает по своей фактуре прям наждачную бумагу, поэтому если уж листик сгибается, то он обязательно треснет, потому что очень-очень плотный лист. Все листья, вы даже видите верхние, они имеют разный окрас по интенсивности зеленого. Я имею в виду вот более светлые зеленые есть и более темные. Также разное количество сплэша. И все это зависит от, конечно же, от наличия или отсутствия яркого света, интенсивного света. Поэтому и листья она выращивает разные, в зависимости от этого обстоятельства. Потрясающий, конечно, у нее сплэш. И читала я о ней. Я начинаю уже, конечно, и свой анализ делать, но также читала, что чем темнее содержание этой хойки, тем будет темнее лист и больше сплэша. И при наличии более ярких условий содержания сплэша будет меньше, но зато будут более ярко выраженные вот эти жилы, что тоже очень красиво. Но пока на сегодня могу сказать, что мне нравится именно темный лист с большим количеством сплэша. Вот такая красавица живет в моей коллекции. Пока не заметила я трудностей, хотя тоже многие пишут, что она непростая в уходе. Поливаю по просушке.
стоит под лампой. Вот пока все, что... Ну и, конечно, удобряю я ее, поскольку они у меня под лампами, поэтому я удобряю с периодичностью определенной. Но сейчас не об удобрениях. Мы сейчас перейдем с вами к последней хоечке, которую я хочу показать. Невероятной красоты. Она просто взорвала тогда мой цветочный мозг своей красотой, когда я ее увидела тоже на просторах интернета. И посмотрите, насколько красивые у нее листья. Листья имеют довольно светлый оттенок, такой ближе к салатовому. И очень контрастные, ярко выраженные прожилки. Просто живописный лист. Сейчас буду показывать по нижним листам. Сейчас нам мешают шумы, которые происходят на улице. Во-первых, у нас здесь и стройка идет, и во-вторых, еще сильный порывистый ветер уже не первый день, третий день, наверное. И у нас последний этаж, и на крыше лежат жестяные листы, и ветер их колышет, и вот такой происходит звук. Но на эту ситуацию повлиять никак не могу. Но я думаю, что мы с вами сконцентрированы больше на красоте, поэтому давайте посмотрим на этот сорт. И называется она, эта хоя называется Меридити, если я правильно читаю, но мне кажется так. Сорт тоже с очень крупным листиком. Сейчас я поближе к себе пододвину. Здесь мы сейчас с вами будем как раз смотреть, больше ориентир держать на нижние листья, потому что черенок, который я покупала у девочки, он был сформирован, как я уже понимаю, с довольно зрелых верхних листьев. И, видимо, хойка у нее уже была взрослая, потому что черенковала она вот такие вот листья, которые полностью раскрывают красоту сорта. В этом вазончике было у меня 2 череночка. Один был с 2 листиками, и второй черенок был с 1 листиком. То есть купила я без вот этих вот верхних листочков, было 3 нижних листа. Как я, собственно, и говорю, поставила под лампы. Она тоже начала у меня заплетать горшочек своими корешками. Тоже ждет пересадки в весеннее время, пока не было необходимости ее пересаживать. Она должна все же была обрасти каким-то количеством еще корешков. Помимо, вы, кстати, тоже так делаете, никогда не торопитесь пересаживать хойку, смотрите все по ситуации. Если к вам хоя приходит и у нее уже довольно приличное количество корней в вазончике, то, собственно, можно пересадить, не дожидаясь весны, но в случае, если у вас есть досветка. Я как попугай это повторяю одно и то же, но уверена, что кто-то новенький присоединяется, и эта информация порой бывает очень ценной. В общем, я подождала, когда она заплетет, вернее, буду ждать весны, пусть она пока заплетает свой горшочек. И это все почему еще я так делаю? Потому что хойка еще не готова. Если вы ее сразу пересадите, ей придется адаптироваться после пересадки, тоже наращивать там корешочки, и только потом она решит идти в рост. А у меня, вот я ее не трогала, и многие, кстати, из тех, которые ко мне поступили, не трогала их, вот, она адаптировалась и уже начала растить новые усики, новые листики, и пошла активно в рост. Красота этого листа, величие этого листа состоит как в размере, так в окрасе и вот в таком шикарном сплэше, который тоже присутствует у этого сорта.
форма очень листика красивая. В общем, хоя потрясающей красоты. Могу представить, как же красиво они все цветут. На вот такие гигантские хои, когда будут еще растить корзиночки, пахнуть. В общем, очень красивые сорта. На этом мы сегодня обзор наш закончим и продолжим знакомиться с моими орхидеями. Друзья, и сегодняшний обзор орхидей я хочу начать с некой манипуляции. Мы сделаем сейчас ее очень быстро. Я прям ждала, чтобы начать съемку на канале ролика, чтобы с вами сделать эту манипуляцию. Перед вами Майя. Она у меня есть в обычной форме. Это взрослая орхидейка. Вот. И есть у меня Майя с мутацией бабочка. И на канале у меня есть ролик, где мне передали эстафету, и я рассказывала о самых дорогих моему сердцу орхидеи. И там я показывала эту орхидейку и рассказывала о том, что я ее потеряла, но, слава богу, растет у меня детка на пне, но пень имеет не очень хорошие корешочки. Поэтому что хочу сегодня сделать? Так как она у меня в таком совершенно маленьком возрасте запустила цветоносик, я сначала думала, стоит мне оставлять его или нет, или же все же дать возможность ей развиваться, потому что она еще маленькая, слабенькая, и уж если она начнет цвести, она будет концентрировать все свои силы на цветение. Тем самым она может затормозить свое развитие, как рост, свою вегетацию затормозит, а это рост нового листика. Ну и что для меня самое важное, это начало роста корней. Корешок у нее там был ее личный один, этого очень мало еще. Поэтому все же я решила оставить цветение, посмотреть, как она процветет. Мне было все же любопытно, как ни крути, увидеть, с мутацией она будет или нет. Я в этом убедилась. И вам вот сейчас показываю, почему хотела, собственно, сначала показать вам, чтобы потом убрать цветение и направить все ее силы, резервы, все строительные клеточки, которые она будет получать от запаса углекислого газа, который она будет на разнице температуры у меня получать, чтобы она направляла на рост новых корней, листика. Для меня сейчас это в приоритете. Для меня важнее, чтобы она росла и развивалась, а в последующем любоваться ее цветением. В общем-то, ну что ж, мы с вами увидели, какая разница между цветочками. Да, вот обычная форма прекрасен. Прекрасен цветок, безусловно, но насколько красив он, когда он имеет мутацию. Такое ощущение даже, что абсолютно разные орхидейки. Потрясающий сорт даже без мутации, поэтому если есть возможность купить Майю без мутации, обязательно ее берите. Ну что ж, пришло время. Давайте мы сейчас с вами уберем цветоносик и дадим ей возможность развиваться и в последующем радовать нас уже большим количеством цветочков. Отрежу я до живой почки, пусть пока все же будет так. Вот. Вот такая красавица. Но я совсем не жалею. Мне всегда важно и в приоритете это развитие растения. Ну все, давайте теперь продолжим
познакомиться с моими следующими орхидейками. В прошлом выпуске мы с вами закончили на Азиан Корале. Вы видите, она у меня продолжает свой распуск. Уже раскрылся второй цветочек. Но давайте все же продолжим. Рядом стоит не менее броская, насыщенного цвета, фуксиевого, в очень красивой форме. Цветочек растянут по горизонтали, и это Joyride. Потрясающая красотка с крупными цветами. Они у нее достигают 10 сантиметров. Пышно цветущий сорт. Всегда цветет у меня охапкой, огромной охапкой цветов. То цветение, которое сейчас перед вами, это цветение только с боковых почек. В этом году она у меня не пустила новые цветоносы, а пробудила только боковые почки и растит, вернее, и цветет только с них. Боковых цветоносов тут 3. Раз, два, да, 3. Розеточка у нее довольно крупная, имеет такую воронкообразную форму. Все листики направлены строго вверх, поэтому я всегда очень внимательна с такими сортами, где такая розетка, потому что, не дай бог, попадет водичка, у нее там возможности стечь уж точно никакой нет. Вот такая красавица, всегда яркая, она практически не выгорает. К самому концу цветения, когда уж совсем она завершает свое цветение, она немножко уже... Следующая орхидейка — это мультифлорка, и называется она Зебра. Как и все мультифлоры, конечно же, она цветет очень пышно, цветет всегда очень плотным расположением цветочков к друг другу. И цветение очень похоже на рой бабочек, которые стайкой прилетели и сели на веточку. Цветочек у нее восковый, очень плотный и имеет не очень приятный аромат. Да, этот сорт ароматный, но, к сожалению, аромат не самый завораживающий, я бы сказала, даже неприятный. Но, слава богу, этот аромат не раздает. Он ощущается только при очень близком нахождении с орхидейкой или же если уткнуться в нее носиком, а так не раздается аромат, что очень радует. Цветочек не крупный, около 5 сантиметров, но их количество всегда настолько велико, что цветение всегда очень потрясающее и завораживающее. Но помимо всего прочего, как вы видите, у нее очень интересный окрас цветочков, поэтому обязательно присмотритесь к этому сорту. Она украшает мою коллекцию уже порядка 9 лет, потому что она была одной из первых орхидей в моей коллекции, тогда еще небольшой, у меня было 5 или 6 орхидеек. Они очень долгое время были в неизменном количестве, но с тех пор прошло много времени, и моя коллекция разрослась, но эта орхидея не покидает и не покинет мою коллекцию, поскольку, ну уж очень красивые у нее цветение, очень красивое. В этом цветении она у меня цветет пышно, но были и более пышные года с цветением. Мне еще сейчас не очень удобно подобраться, чтобы показать всю мощь цветения, но цветет она пышненько, там с ответвлениями, большое количество бутончиков было, все они уже раскрылись,
И вот так выглядит красиво веточка. Розеточка, кстати, у нее не крупная, такие овальные листочки, очень компактная, аккуратная орхидея. Следующая орхидея — это голландский фаленопсис. Покупала я ее уже взрослым экземпляром, но, к сожалению, название не знаю. У меня очень часто спрашивают, как она называется, именно когда я выставляю фотографии, фотоотчет делаю. Не знаю, не было пробито ни на одном, ни на втором горшке. У меня это уже второй сорт. Один я потеряла. У меня она распалась, сгнила шея. Началось все с корней, сгниение. А потом инфекция, видимо, поднялась выше и поразила ствол. И она у меня, в общем-то, сгнила. Но настолько красивая орхидея. И при том, что я даже не знала ее название на тот момент, но я не теряла надежды ее найти. Мне очень повезло. Нашла я ее у продавца. Это была не из частной коллекции, это был просто завоз орхидей. И с радостью приобрела ее вновь. Люблю этот сорт за вариации цветения. Она имеет, во-первых, все цветочки разного окраса. Это такие арлекины, которые я обожаю, поскольку они имеют, как я сказала, разные цветочки, и в общей грозочке это потрясающе смотрится. Но также она всегда цветение сюрприз, потому что в летнем цветении это просто желтая ромашечка, вот этих бордовых пятнышек, вкраплений практически нет. Если они есть, то их очень-очень мало, но были у меня цветения этой орхидейки, когда вкраплений не было совсем в летний период, она была просто желтой ромашечкой. Если найду, фотографии все эти поприкрепляю, покажу вам, о чем я говорю. Ну, а в зимнем цветении, когда солнышка не так много, только искусственные лампы, она вот такая пятнистая и очень красивая. Мне, конечно, больше нравится вариант с пятнышками. И, как вы видите, я уже сказала, форма у нее в виде ромашки. Мне, кстати, тоже очень нравятся фаленопсисы с такой формой. Вот вы видите, если джерайт, да, вот большие, крупные петали, то у этого сорта петалии и сепалии практически все имеют одинаковый размер, что придает ей форму ромашки. Этот сорт, кстати, тоже пышно цветущий. Я, кстати, вам тоже раскрою небольшой секрет моей коллекции. Моя коллекция составляют сорта, которые генетически имеют такую особенность пышно цвести. И я хочу вам подсказать, вот если вы хотите иметь пышные подоконники, если вы хотите иметь коллекцию с большим количеством цветов, потому что недалеко не все хотят, да, многие сидят на метушках, которые там по 1-2 цветочка выпускают и тоже от этого получают удовольствие. Им не надо шапки цветов, им нравятся просто вот такие сорта. Поэтому, если вы относитесь к коллекционерам, которым нравятся каскады цветов, просто обратите внимание на сорта, которые просто заведомо цветут пышно. Ну вот, например, давайте подскажу те, которые у меня цветут всегда пышно, и это их особенность. Это, например, Albufeira. Вы можете ее взять как в мутации, так и без. Это всегда шапки цветов. Например, Red Lip. В этом цветении она у меня тоже шикарная, но не настолько. В прошлом году это я насчитала больше 40 цветочков. В этом, наверное, это половина только от тех, что было в прошлом году.
Дальше Катрина. Только единственное, сейчас, к сожалению, я ее не вижу в продажах, но имейте в виду, мало ли у кого-то будет возможность. Это тоже очень пышно цветущий сорт. Если даже сейчас вот вы видите, она полностью вся раскрылась и при этом доращивает. Это вот дорощенные цветоносики. Вот. Дальше Сурфсонг, который рядом стоит. Очень пышно цветущий сорт. Ну и Дикий Кот, наверное. Он у меня есть, но внизу. Не буду сейчас наклоняться. Почитайте, почитайте, поинтересуйтесь. Именно сделайте акцент на тех сортах, которые просто выдают охапки цветов. Также разбавьте свою коллекцию мультифлорами, потому что мультифлоры это всегда пышно цветущие орхидеи. Пусть их цветочки и не очень большие в размере, но это с лихвой компенсируется большим количеством этих цветочков, и цветение всегда очень зрелищное. Так вот, давайте продолжим дальше этим. Кстати, Пират Пикати тоже. Пират Пикати, на него сейчас глянула. Это тоже, ну прям такой сорт, просто невероятно пышно цветущий. Тоже можете брать как в мутации, так и без разницы. Так, следующая орхидея, и это орхидея Клементин, но я вам ее показывала, сейчас совершенно немножко остановлюсь на ней. Помню, что в одном из роликов я ее уже демонстрировала, сейчас просто она уже полностью распустилась. Сейчас покажу всю ее красоту, придется подвинуть одну орхидейку. Так. Цветет она у меня сейчас с 3 цветоносов, но это групповая посадка. У меня 2 растения в горшке. Это, кстати, тоже такой неплохой ход для того, чтобы добиться пышного цветения. То есть вы можете покупать одинаковых 2 сорта, вернее сорт в 2 экземплярах и садить в один горшочек. Как правило, орхидеи все зацветают одновременно. Когда они стоят в одинаковых условиях, то если оба кустика здоровы, то, собственно, они всегда зацветают одновременно. У меня вся коллекция цветет одновременно, а уж 2 кустика в горшке точно зацветут. Этот сорт пышно цветущий, несмотря на то, что у меня хоть и 2 растения сейчас там, но он действительно относится к пышно цветущим сортам. Нравится мне его окрас. Вроде ничего примечательного, но вот эти горизонтальные полосочки, ну, очень привлекательные получаются цветочки. Единственное, что этот сорт, ну, вернее, не единственное, а просто хочется отметить, что этот сорт тоже зависит от освещения. Летом вот этих вот пятнышек их нету. Цветок просто белый и с одной горизонтальной полоской. Горизонтальная полоска у этого сорта присутствует абсолютно всегда. Не бывает, как у ромашки, вот я говорила, просто желтая ромашка. У этого сорта не бывает просто белого цветочка. Он всегда с горизонтальной полосочкой, но с меньшим или с отсутствием, или с меньшим количеством пятнышек уже на сепалиях верхних или боковых. Потрясающий сорт, непривередливый, очень простой и долгоцветущий. Ну что ж, друзья, и последняя орхидейка на сегодня. Это еще одна фуксиевая красавица. Сорт называется Атлантис. В моей коллекции всего 3 орхидеи в таком цвете. Это Атлантис, Джорайт. Но Джорайт немного насыщенный цвет имеет. И сортовик называется Квинбир. Орхидейка это мультифлора. Она у меня сейчас не цветет, но набирает свои бутошечки. Совсем скоро будет уже ее раскрытие. Сейчас я вам ее покажу.
Она уже даже окрасила бутоны, и явно видно фуксиевый цвет, мультифлорка. О ней можно тоже много рассказать, но это уже потом. Вернемся к нашему потрясающему Атлантису. Именно вот эти орхидеи в таком цвете делают яркий акцент моей такой белесой, преобладающей светлой коллекции, разбавляют такими яркими красками. Покупала я этот сорт в мутации Пилор, но в первом домашнем цветении с домашнего цветоноса с нового она процветает мне в обычной форме, вот, которую вы видите, а с бокового цветоноса, с покупного, боковой цветоносик она выпустила, я даже в почке его отрезала, она процветает пилором. Попробую найти эту фотографию, показать вам. Было очень потрясающе красиво, зрелище завораживающее, когда вот такая веточка и рядом были пилорики. И у меня на тот момент была возможность убедиться, сравнить и не расстраиваться, что моя орхидейка в последующем все же будет процветать обычной формой. Я понимала на тот момент, что все последующие домашние цветения будут обычной формы, но сожаления у меня не было, потому что, сравнив, я поняла, что этот сорт именно в такой форме, в обычной, мне нравится больше. Тюльпанчиков в таком цвете, в принципе, можно найти и в других сортах, а вот Атлантис поразительно красив именно вот такой стандартной, обычной формы. Посмотрите на его красоту формы, на красоту его цветочка. Какая форма потрясающая, какая серединочка. Вот такая, видите, немножко светлая, как выгоревшая. Вот такие нежный градиент от краешка к серединке и ярко-малиновая губка. Как правило, ну вернее, все домашние цветения у меня этого сорта всегда были вот такие пышные, грозди, водопады цветочков. Очень красивый сорт. Он, кстати, попадается в продаже. Поэтому, если вам он понравился, берите обязательно. Очень красивая орхидейка. Ну что ж, друзья, наверное, на сегодня я буду заканчивать свой обзор. Видео будет опять стандартным по длительности, потому что когда я сказала в ролике, что буду делать короче, многие девочки расстроились, просили все же подлиннее, потому что не успевают насладиться красотой моего балкона. Но я вас понимаю, потому что я сама имею возможность выходить сюда чаще и не выходить, или не выходить отсюда совсем. И то я всегда в восторге, когда я нахожусь здесь, потому что красота этого цветочка просто завораживающая. Ну что ж, друзья, я с вами прощаюсь. До следующих роликов. Конечно же, ставьте лайки, пишите мне всегда очень приятно. Я ненадолго с вами прощаюсь. Гости моего канала, подписывайтесь. До новых встреч, друзья, и пока.
try to fly.